Настоящие кочевники, которые ежедневно преодолевают десятки километров в самых сложных условиях. Ведь их главная добыча находится в постоянном движении. И погоня за ней превращается в суровое испытание, но сила, выносливость и работа в команде позволяют добиться невероятных успехов. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – тундровые волки. Тундровый волк – без сомнения самый подвижный и один из крупнейших подвидов серого волка. При длине тела около 130 см масса отдельных самцов превышает 50 кг. Причем шкура этих животных может быть как абсолютно черной, так и белоснежно-белой, не исключая промежуточные вариации. Встречаются хищники в зоне тундры и лесотундры Евразии, вплоть до самой Арктики. Как и другие представители вида, тундровые волки образуют высокоорганизованные стаи, однако границы их владений постоянно меняются, ведь местная потенциальная добыча – невероятно трудная мишень. Эти северные олени – лучшее, на что могут рассчитывать хищники, но копытные превосходно приспособлены к суровым условиям тундры. Толстая шкура и длинная шерсть превосходно сохраняют тепло. Длинные ноги и необычное строение копыт позволяют максимально экономно расходовать энергию для передвижения. Отменное обоняние и особое строение желудка дают возможность питаться спрятанными глубоко под снегом лишайниками. Угнаться за такой мишенью непросто, но помимо впечатляющей скорости до 70 км в час, северные олени обладают уникальной возможностью видеть в ультрафиолетовом спектре. Это значит, что даже светлая шкура волка на фоне снега будет выглядеть как черное пятно, поэтому застать такую добычу врасплох невероятно трудно. Однако мало кто может сравниться с волками в выносливости. Эти животные по пятам следуют за оленями во время сезонной миграции. Протоптанные копытными тропы облегчают перемещение, а отменное обоняние подсказывает, насколько велико расстояние до заветного стада. На открытой местности у хищников немного шансов подобраться к добыче, но плохие погодные условия и скудные естественные укрытия позволяют приблизиться к стаду вплотную. Однако волки не торопятся нападать. Чтобы сэкономить драгоценную энергию, они выбирают наиболее подходящую мишень. Посеяв панику в стаде, охотники просто наблюдают, выискивая старых, больных или раненых животных, после чего неспешно разделяются и, наконец, переходят к погоне. Задача оленей – держаться вместе и не отставать от себе подобных. Волки же пытаются отделить выбранную особь от стада, что в нарастающей панике рано или поздно случается. В глубоком снегу у хищника нет шансов угнаться за здоровым оленем, но на помощь приходят другие члены стаи, которые стремительно отрезают путь к отступлению. В суровых условиях этим хищникам требуется в среднем 4 килограмма мяса в сутки, поэтому уже спустя несколько дней волки будут вынуждены вновь отправляться на поиски добычи. Когда силы стаи не так велики, с охотой на оленей возникают проблемы даже при отточенной тактике. Первый хищник гонит стадо к остальным, однако скорость копытных на твердой поверхности слишком велика для перехвата. Вся надежда на третьего волка, который разбивает стадо в поисках слабых особей, но при отсутствии таковых погоня может затянуться на долгие часы, хотя в этой ситуации хищники сдаются раньше, чтобы не расходовать силы. Но они продолжают идти по пятам, и следующая погоня разворачивается на сложной местности. Развивая максимальную скорость и вкладывая в бег все силы, волки вынуждают оленей бежать быстрее, что становится настоящим испытанием на прочность. Одно неловкое движение на такой скорости грозит обернуться серьезной травмой, после чего настигнуть раненую цель не составит труда. Однако олень все еще может быть опасен. Удар тяжелым копытом способен проломить череп врага, но с приходом подмоги шансы на успешный исход для копытного тают на глазах.
тяжелых условиях тундры губительными становятся не только холода, и порой даже полные силкопытные не доживают до лета. При этом туша замерзшего животного становится настоящим подарком для голодных обитателей севера. Зубы тундровых волков особенно крепки и массивны, что позволяет справляться как с ледяным мясом, так и с толстыми костями, которые перемалываются без проблем. С приходом короткого лета у волков появляется потомство. Добыча пропитания усложняется, ведь потребности в пище возрастают, а за малышами нужен постоянный присмотр. К счастью для хищников, в это время года потомство появляется и у других обитателей тундры. Отличной мишенью могут стать детеныши овцебыков, однако в случае опасности взрослые копытные берут в кольцо слабых и беззащитных, и у небольшой стаи слишком мало шансов добраться до желанной особи. Новорожденные олени уже на второй день могут вполне уверенно следовать за стадом, но они все еще слишком слабы, поэтому волки преодолевают десятки километров ежедневно в поисках неокрепшей добычи. Даже в юном возрасте малыши превосходно бегают, но против опытного хищника этой скорости явно не хватает. Такова природа хищников. Пойманный олененок поможет волчатам выжить, вырасти и стать полноценной частью стаи, или даже создать свою собственную. При отсутствии привычной добычи целью могут стать даже овцебыки. Но когда гиганты стоят, их можно сравнить с неприступной крепостью. Однако хитростью и устрашающими маневрами волки способны обратить целое стадо в бегство, и тогда у стаи появляется шанс. Пока одни продолжают погоню, другие пытаются вклиниться в стадо и отделить выбранную особь. Под тяжестью собственной шкуры животное быстро перегревается, после чего совместными усилиями опытные охотники пытаются повалить паникующую добычу, которая в случае успеха сможет долго кормить целую стаю. Летом целью тундровых волков могут стать зайцы, но даже вдвоем настигнуть длинноногого беглеца невероятно трудно, ведь он способен моментально менять направление, оставляя навязчивых хищников позади. Также добычей могут стать даже крохотные лемминги, но все же эти хищники целиком зависят от популяции северных оленей и выступают главным ее регулятором. И пока многотысячные стада год за годом совершают великие путешествия, тундровый волк чувствует себя превосходно. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!